Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, рада приветствовать новичков. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. А подписчикам моим хочу передать большое-большое спасибо. Вы себе не представляете, как это приятно читать ваши отзывы, ваши комментарии, а также предложения. Я все фиксирую, все записываю. Надеюсь, все ваши предложения воплотить в дальнейших видео. Итак, вы видите, у меня здесь много ниточек. Хочу сразу же опередить, так скажем, вопрос. Это остаточки. Остаточкам тоже нужно применить жизнь. Правда же? Не откладывать их в долгий ящик. Так вот, я сегодня хочу придумать узор вот с таким, скажем, багажом ниточек. Это все у нас... У меня, конечно, есть и мотки хорошие. Это все у нас 100% акрил. Это Yarn Art Baby ниточки. И крючок у нас здесь для этих ниточек 3,5 миллиметра. Так? Но целые моточки мы откладываем и даем жизнь стареньким моточкам. Узорчик будет интересный, он будет многоцветный, потому что будем использовать остаточки ниточек. А основу я хочу сделать вот такую серенькую. Светло-серенькая основа. Ну что, свяжем? Итак, кто смотрел мои видео, знает, что я набираю небольшое количество петелек, в районе 30, но бывают исключения. И сегодня мы с вами будем набирать, начнем с сереньких, это будет наша основа. Сегодня мы с вами наберем 37 петелек в цепочку. Это будет наш образец. То есть ничего сложного. Все как всегда. Так. Зафиксировали первую нашу такую вот петельку. Она не считается, да? И начинаем 37 петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Вот он наш будущий образец. Что делаем дальше? Дальше мы по узору делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. И теперь наша с вами задача посчитать, вернее, 7 петелек от крючка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вы пока просто повторяйте. И вот в эту седьмую петельку мы с вами сделаем столбик без накида. Оп. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Сейчас поймете. Накид. Мы пропускаем у цепочки 2 воздушные петельки. Раз, два. В третью вяжем столбик с накидом. Есть. То есть как бы у нас здесь столбик, и здесь мы сымитировали тоже столбик. То есть вот так вот. Что делаем дальше? Набираем еще 6 таких же столбиков с накидом в следующие петельки цепочки. Всего будет 7 столбиков, да? Раз. Сейчас мы делаем второй столбик. Третий столбик. Четвертый столбик с накидом, естественно же. Пятый столбик. Шестой столбик. И седьмой столбик. Вот такая красота. Пока ничего сложного, да? Что делаем дальше? 3 воздушные петельки. Раз, два, три. В цепочке пропускаем 2 петельки. Раз, два. И в третью вяжем опять столбик без накида. Есть. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 2 петельки цепочки. Раз, два. И в третью вяжем опять столбик с накидом. И еще также дальше 6 столбиков. Итого будет 7. Первый столбик. Второй столбик с накидом. Третий столбик с накидом. Если вдруг вяжу быстро, открывайте первое видео, там я более медленно показываю столбики. Четвертый столбик с накидом. Пятый столбик с накидом. Шестой столбик с накидом. Седьмой столбик с накидом. Вот такая красота. Поняли, да? То есть вот мы здесь, получается, как раз и связали вот этот вот первый столбик. Да? Потом такая как бы бабочка идет. Потом опять 7 столбиков. Вот такая вот бабочка идет. Опять 7 столбиков. Давайте дальше сами бабочку и 7 столбиков. Угу. Давайте встретимся в конце ряда. Так, смотрите.
Довязала практически до конца. Остался 7 столбик. Его я до конца не провязываю, потому что здесь буду добавлять новую ниточку. Пусть будет желтенькая. Контраст такой серо-желтенькая. Итак, показываю новичкам, кто не знает, как мы добавляем цвет новый. Так, кто уже знает, добавляйте самостоятельно. Итак, последние 2 петельки столбика мы будем провязывать новой ниточкой. Раз. Тут же воздушная петелька. Подтянули серенькую, подтянули желтенькую. Дальше у нас по узору идет поворот. И мы сюда же провязываем столбик без накида. Хоп, все. Серенькая у нас закончилась. Начинаем вязать желтенькой. Итак, теперь мы все эти 7 столбиков, которые у нас были, мы их провязываем столбиками без накида. Ничего сложного. Первый уже есть. Теперь второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Угу. Класс. Что делаем дальше? Смотрите внимательно. Накид. И мы с вами, видите, вот как бы назвала бабочка, да? Правое крылышко, левое крылышко бабочки. Мы идем в левое крылышко и вяжем столбик с накидом. Обычный столбик. Раз. Раз. По 2 петельки провязали. Еще один столбик сюда же. 2 петельки, 2 петельки. И еще один столбик сюда же. 2 петельки, 2 петельки. Ну, несложно, так? Дальше смотрите внимательно. Одна воздушная петля, накид. А теперь мы с вами возвращаемся к правому крылышку. Поняли? Левое было, теперь правое. Вот таким вот образом. Хоп, ниточку за собой потянули, но не стягиваем, да, вязание. Потянули ниточку, провязали 2 петельки, 2 петельки. Опять накид, опять в правое крылышко. Опустились, захватили ниточку, провязали 2 петельки, 2 петельки. И третий столбик точно так же. Опустились в правое крылышко, потянули ниточку, провязали 2 петельки, 2 петельки. Вот такая вот у нас прикольная штучка получилась. Что делаем дальше? А дальше у нас опять идут 7 столбиков без накида. Угу. Итак, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Угу. И следующую бабочку провязываем точно так же. Давайте я вам еще раз покажу. Есть правое крылышко, есть левое крылышко. Мы идем в левое крылышко, столбик с накидом. Протянули, раз, два. Второй столбик, протянули по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. И третий столбик, хоп, 2 петельки, 2 петельки. Не забудьте сделать воздушную петельку, она нам пригодится. Накид и уходим в правое крылышко. Видите, правое крылышко. Опускаемся в правое крылышко, вытягиваем ниточку, сильно не тянем, не жулькаем наше крыло, да. Подтянули, 2, 2, провязали. Опять подтянули ниточку, сильно не затягиваем. И 2, 2. И третий раз. Опять правое крылышко. 2, 2. Все. И дальше опять столбики без накида. Угу. Прикольно. Давайте до конца ряда, а дальше я вас опять встречу. Хорошо? Так, смотрите. Довязала практически до конца. Да? И тут у нас с вами остается. Вот у нас были, получается, 3 воздушные петельки подъема, да? Как бы мы имитировали столбик. И мы, получается, должны будем самую третью верхнюю петельку сделать столбик без накида. То есть вот, да, наш столбик без накида. На этом мы этот ряд заканчиваем, но здесь мы должны будем присоединить опять серую ниточку. То есть я ее отсюда убираю. Так, вот так буду расточительно с остатками ниточек. И сюда я ее присоединяю. Так. То есть последние 2 петельки столбика мы провязываем новой ниточкой. Есть. И дальше у нас по узору идут 3 петли подъема. Раз, два, 3. Подтянули серенькую, подтянули желтенькую. Дальше поворот. И тут у нас по узору идут 2 воздушные петельки. Раз, два. Теперь между вот этими 3 столбиками у нас была воздушная петелька. Помните, да? Вот она нам пригодилась. Мы в эту арочку воздушной петельки вводим крючок и провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки.
А вот следующие 7 вот этих столбиков мы будем провязывать столбиками с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. Вот такая красота. Что делаем дальше? 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять в арочку из воздушной петельки, помните, 3 столбика и 3 столбика. Между ними воздушная петелька. Мы в эту арочку делаем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки и опять 7 столбиков с накидом. Несложный ряд, да? Поняли принцип? Все, давайте так вот до конца ряда. Давайте. Так, смотрите. Связали до конца. Так. Дальше продолжаем этим же цветом. Сереньким, в моем случае, да, 3 петли подъема. Раз, два, три. Поворот. Дальше по узору идут 2 воздушные петельки. Раз, два. Дальше мы находим середину 7 этих столбиков, да, то есть это 4-й столбик от начала. Раз, два, три, 4. И он же столбик от конца, да, раз, два, три, 4. То есть в него мы делаем столбик без накида. Опять 3 воздушные петли. Раз, два, три. И в последний столбик провязываем столбик с накидом. Дальше вот в эту арочку, которую мы делали, мы делаем 2 столбика с накидом. Раз и два. В верхушке этого ромбика мы делали столбик без накида. В него еще раз делаем столбик с накидом. Так. В следующую арочку опять 2 столбика с накидом. Раз, два. И в самый первый столбик нижнего ряда делаем еще 1 столбик с накидом. Теперь посмотрите, на что похож этот ряд. На самый первый. Помните, мы делали бабочку, потом 7 столбиков с накидом. Сейчас опять делаем бабочку, 7 столбиков с накидом, бабочку, 7 столбиков с накидом. Да? Давайте еще раз покажу. Раз, два, три. Воздушные петельки. Так. И вот у нас были 7 столбиков с накидом. Раз, два, три. В 4-й получается столбик. Это будет у нас серединка. Мы делаем столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. И в последний столбик делаем столбик с накидом. Вот на наша бабочка. Да? А дальше в арочку 2 столбика. В верхушку ромбика 1 столбик с накидом. В арочку опять 2 столбика. И в последний, получается, столбик, вот, самый первый, стоящий ниже стоящего ряда. Ну, поняли, да, сейчас, чтобы не запутать вас. В арочку 2 столбика. Это будет уже раз, два, три. В верхушку ромбика 4-й столбик. В следующую арочку 5-й и 6-й столбик. И 7-й столбик последний. Вот в этот первый столбик ниже стоящих 7 столбиков. Понятно? Вот, как первый ряд. Давайте свяжем до конца, и там уж точно добавляем новый цвет. Давайте. Так, смотрите, вот связали практически до конца. Почему практически? Потому что последний столбик, помните, делали 3 петли подъема. Вот мы провязываем столбик в верхушку, получается, в 3-ю петельку подъема, но не до конца. Я ставила 2 петельки для того, чтобы присоединить новый цвет. Пусть это будет розовый. Да? В вашем случае любой другой может быть. У меня пусть будет розовенький. Итак, хоп, провязали 1 воздушная петелька, потом поворот, и по узору у нас здесь будут идти столбики без накида. То есть мы сюда же провязали столбик без накида. И дальше еще 6 столбиков без накида. Раз. Два. Три. 4. 5. И 6. А дальше точно так же будем вязать ромбики. Помните, да? Начинаем с левого крылышка бабочки, потом в правое крылышко. Повторим. Накид. В левое крылышко ввели крючок, захватили ниточку. Раз, два. Первый столбик готов. Накид. Сюда же. Раз, два. Второй столбик готов. Накид. Сюда же. Третий столбик готов. Не забудьте воздушную петлю обязательно. Накид. И теперь в правое крылышко делаем наши 3 столбика. Хоп. Потянули. Сильно не тянем, чтобы не зажулькать. 2.
2 провязали, еще раз накид, протянули, 2 петельки, накид, протянули, 2 петельки, секундочку, две петельки, 2 петельки. Все, а дальше столбики провязываем столбиками без накида 7 раз. Огонь, скажите. Давайте до конца ряда, там еще раз встречу серенькой ниточкой. Договорились? Давайте. Итак, довязала практически до конца. Так, сейчас серенькую ниточку приготовлю. Смотрите, соединяем с 3 воздушными петельками подъема, делаем столбик без накида, но провязываем его не полностью, потому что здесь опять будем присоединять серую ниточку. Я ее уже отрезала, вот такая расточительная. Буду тратить все нитки. Итак, провязываю последний, получается, столбик, последние 2 петельки столбика, новая ниточка, и по узору идут 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Все, затягиваю розовую, затягиваю серую. По узору у меня идет поворот. Дальше 2 воздушные петельки, и вот в арочку, которую я делаю из воздушной петельки, одну, да, здесь делаем столбик без накида. 2 воздушные петли, и дальше по узору, там, где у нас 7 столбиков, мы вяжем 7 столбиков. Поняли, да? То есть повторяем опять то же самое. Узор несложный. Ваша задача потратить все нитки. Ну, все остатки, да? Все. Огонь. Давайте свяжем несколько рядочков дальше. Да, принцип же понятен. Вырастим наш образец. Посмотрим, что получается. Встретимся через несколько рядов. Так, девчат, смотрите. Какая получается красота. Кончики я уже запрятала. Так. Смотрите, если это будет пледик, это же будет обвязочка дополнительно, да? Если это будет топик, класс, маечка, класс, да? Если летние ниточки, да, хлопочек. Если это будут толстые ниточки, то это будет шарфик, снудик, кардиганчик, кофточка. Вообще идея море, согласитесь. И самое главное, что вы убиваете 2 зайцев. Во-первых, стильная, шикарная вещь. Во-вторых, вы потратите все остаточки ниточек. Хотя можете и не остаточки, можете просто обычные ниточки брать. Но узор прикольный. Обязательно попробуйте. Вяжется легко. И получается классно. Давайте замерим. Итак, сколько мы здесь набирали, получается? 37, да, петелек? Так, это у нас, если с этой плотностью, с этими ниточками, с этим крючком, то, ну, практически 20, да? То есть там буквально там с хвостиком. А здесь у нас получается на каждую вот эту вот полосочку по 3 ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядов. Ну-ка. 12 сантиметров. Ну, я думаю, это шикарно. Вы как думаете? Итак, я опять жду ваши комментарии. Вы напишите, где можно использовать данный узор. А возможно, вы этот узор уже вязали и знаете его. Естественно, я надеюсь, вам понравилось. Попробуйте, сами свяжите. Поставьте лайк, напишите комментарий, свой отзыв, пожелание, предложение. Подпишитесь, если вы этого еще не сделали. И нажмите на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. Все. Всем пока-пока. До новых видео.